На заре эволюции Земли, более 166 миллионов лет назад, мир был населен множеством видов динозавров, среди которых современные исследователи выделяют такие, как тираннозавр, трицератопс, стегозавр, раптор и диплодок. Эти гиганты представляли собой уникальные формы жизни, обладая приспособлениями, которые способствовали их выживанию в постоянно меняющихся условиях. Каждый новый вид, обнаруженный палеонтологами, предлагал увлекательный взгляд на то, как древние экосистемы функционировали. Однажды в центре густого древнего леса был замечен динозавр, напоминающий тираннозавра, однако кардинально отличающийся от него. Обожженный солнечными лучами хвостом, этот новый вид был травоядным, с большими сильными лапами и мощной челюстью, предназначенной не для разрывания плоти, а для поедания листвы и других мягких растений. Исследователи предположили, что этот вид улучшил свои шансы на выживание, развив способности, позволяющие ему конкурировать за ресурсы с другими видами. Данный новый вид быстро заинтриговал палеонтологов и натуралистов широкими возможностями для изучения эволюции динозавров. И его уникальный подход к питанию и месте в экосистеме открывал новые горизонты в понимании взаимосвязей между различными видами существ и их взаимодействиями с окружением. Каждый динозавр обладал своим характером, который удивлял и порой шокировал исследователей. Тираннозавр, несмотря на свою устрашающую репутацию, оказался спокойным и дружелюбным существом, охраняющим свою территорию от злоумышленников и других потенциальных угроз. Он стоял на страже своего потомства и мог демонстрировать защитное поведение, что было редкостью среди его собратьев. В то время как велоцираптор, этот хищник с ядовитым укусом и угрюмым нравом, вызывал страх и трепет у всех обитателей леса. Непредсказуемость и скорость делали его эффективным хищником, но также добавляли элемент драмы в повседневную жизнь леса. Он всегда был на страже, реагируя на изменения в окружающей среде, проявляя агрессию только при необходимости. Трицератопс и стегозавр, обладая агрессивными наклонностями, оставались молчаливыми. Их сильные лапы и массивные тела создавали внушительный вид, который заставлял другие виды проявлять осторожность. Безмолвные, но всегда готовые к защите своего места в экосистеме, они играли важную роль в формировании динамики древнего мира. Особое место в древнем мире занимали терезинозавры, поразившие ученых своими крупными серповидными когтями длиной до 50 сантиметров. Эти травоядные создания, населявшие как Азию, так и Северную Америку, использовали свои когти не для нападения, а скорее для захвата ветвей деревьев и поедания листвы. Их удивительная эволюционная адаптация позволяла им обращаться с ресурсами природы так, чтобы выживать в условиях конкурентной борьбы, требуя от них максимальной сообразительности. Стратегия терезинозавров по использованию когтей была необычной, но эффективной. Исследования показывают, что подобные подходы к выживанию обеспечивали им доступ к труднодоступным ресурсам, что делало их моду гибким и универсальным для их времени. Благодаря такой эволюции терезинозавры приобрели уникальные характеристики, которые выделяли их среди других видов, сумев адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Не так давно в Монголии палеонтологи сделали невероятную находку – останки двупалого динозавра по имени Дейноних. Этот необычный динозавр имел всего 2 пальца на каждую руку, что ставило под сомнение его место в эволюционной цепочке. Его самый крупный сохранившийся коготь оказался рекордным, длиной около 30 сантиметров. Когти, покрытые кератином, как человеческие ногти, демонстрировали, насколько сложной и многообразной была эволюция этих существ и их приспособление к окружающей среде. Раскопки показали, что лапа с 2 пальцами была более функциональной, обеспечивая дополнительную силу и гибкость. Эволюционное давление могло привести к этой необычной форме, но в итоге она поддерживала специализированную деятельность. Это открытие оказало влияние на понимание динамики между разными видами динозавров и помогло объяснить, как различные силы могли действовать в экосистемах того времени.
Эволюция динозавров была полна сюрпризов и сложностей, и каждый новый вид нес свои уникальные черты. У тирезинозавров было по 3 когтистых пальца на каждой лапе, что дало им преимущество в борьбе за ресурсы. Потеря одного пальца, как показали исследования, могла быть важным шагом в эволюции. Лапа с 2 пальцами могла проявлять силу и гибкость, необходимые в сложной среде обитания, что делало тирезинозавров поистине выдающимся примером адаптации. Эти динозавры использовали свои лапы не только для охоты или питания, но и для защиты, отношений между партнерами и даже для игривых взаимодействий. Ученые полагают, что такие взаимодействия были важны для формирования социальных структур внутри групп, и их возможности взаимодействовать обогащали их сообщество. В 1965 году в пустыне Гоби была найдена необычная находка – длинные руки Дейнохейруса, которые кардинально отличались от других известных динозавров. Этот динозавр, как позднее выяснили, был огромным и медлительным. Его голова, похожая на лошадиную, привлекала внимание, а в 2014 году появление новых останков позволило воссоздать внешний вид этого ящера, делая его одним из самых удивительных объектов в палеонтологических исследованиях. Дейнохейрус ел мягкие растения, водоросли и даже мелких позвоночных, а также рыбу. Его особенности мяса и строения тела позволяли ему использовать руки для сбора еды как с земли, так и с деревьев. Такой стиль жизни подразумевал значительное количество сахаров и белков, необходимых для выживания. Это оказалось удачным решением, открывавшим новые возможности для его существования в сложных условиях древнего мира. Структура хвоста и его шипы были предназначены для поддержки, помогая держать равновесие и облегчают движение по сложным рельефам своего мира. Удивительное сочетание мощи и грации в его движениях озадачивало исследователей и показывало, что даже самые крупные динозавры могли быть ловкими и изящными. В древние времена мир был наполнен невероятными существами, такими как тираннозавр, велосираптор, диплодок и другие. Эти суперзвезды древнего мира оставили значительное наследие – инседия, которое продолжают изучать палеонтологи по всему миру. Каждый год открытие новых видов и возможность воссоздания их образа жизни за счет останков дают уникальную возможность обратиться к прошлому и понять, как же было и сейчас. Переплетение их экосистем, взаимодействие, агрессия и дружба живых существ – все это является частью глобальной мозаики жизней, проживаемых миллионы лет назад. Искусство и наука пересекаются в каждом аспекте жизни динозавров. И даже их вымирание стало частью огромного потока природной истории, которую мы все еще пытаемся понять. Трудности, с которыми сталкивались эти существа, формировали динамику их жизни и сущности. Некоторые из этих динозавров были жестокими хищниками, другие — мирными травоядными. По мере того, как они перемещались по своим территориям, каждый из них оставлял заметный след, формируя современные экосистемы и предшествуя тем видам, которые существуют сегодня. Искусство природы было в том, чтобы учитывать изменения в экологической системе, вызывая мутации и видах в зависимости от природного давления. Пока мир продолжает удивлять открытиями, палеонтологи, студенты и любители динозавров с нетерпением ждут новых находок. Эти существа и их эволюция не только захватывают наше воображение, но и подчеркивают магическую связь с историей нашей планеты. Возможности для будущих исследований и креативного воплощения, таких как фильмы, не будут исчерпаны. Создание фильмов, демонстрирующих жизнь необычного Дейнохейруса и других динозавров всех формаций, дает возможность не только развлекать, но и образовывать. Участвуя в этих исследованиях, новые поколения смогут установить лучшую связь с прошлым, что обогащает не только научное понимание, но и художественный опыт. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию, каким мог быть мир динозавров. Палеонтологи продолжают раскапывать останки, и каждый новый аспект, который они исследуют, обогащает наши знания о древних мирах.
Само по себе это стремление изучать, познавать и творить способно вдохновлять исследователей и художников создавать новые истории, открывая мир динозавров с невиданной ранее стороны. Они всегда смогут рассказать истории о величии и тайнах, о которых мы пока лишь догадываемся, и вдохновить новые поколения открывателей на великие свершения. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, здесь выходит много интересного контента.